Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом выпуске я буду заливать душевой поддон. За основу я взял проект точно такого же санузла, который мы делали раньше. Только у меня все получается в зеркальном отображении. Это, пожалуй, единственное проектное решение, которое позволяет разместить в таком маленьком помещении душ, стиральную машину, умывальник и инсталляцию, и еще чтобы осталось немного места. Перед тем, как приступить к этой работе, мне нужно сделать предварительную подготовку. Во-первых, прорезать штробы, сделать разводку электрики, потому что я ее не смог сделать, так как санузел во время работ по электрике был завален инструментом. Далее выставить по уровню выходы на воду, канализацию и затем замазать все штробы. Приступаю к работе. Стена тонкая, важно не просверлить ее насквозь, так как с другой стороны уже сделана шпатлевка. Конечно, эти работы лучше делать на этапе электрики, так как жилое помещение уже пошпатлевано, а я провожу пыльные работы. Кабель фиксирую отрезками гофры. Небольшой лайфхак. Приступаю к выставлению выходов на воду. Замешиваю штукатурку. Заполняю полость раствором. Временно приклеиваю плитку на ляпы. Выставляю все по уровню. Фитинги выходят из стены на толщину плитки. Для фиксации подмазываю трубы монтажным цементом. Он схватится за 5 минут, надежно фиксируя выходы на воду. Заполняю пустоту за трубами пеной. Аналогично выставляю подводку на стиральную машину. Цемент схватился, можно отрывать плитку. Замазываю штробы штукатуркой. Наношу с запасом, сверху остается небольшой бугорок. Когда штукатурка схватилась, подрезаю шпателем. В таком случае она не втягивается. Еще хочу вернуться к электрическому щитку. В хрущевке заземляющей жилы нет. Получается, что для того, чтобы заземлиться, нужно делать зануление. Мы сделали зануление, вернее, мой электрик сделал зануление, который здесь работал. В комментариях зрители разделились 50 на 50. Половина сказала, что да, если нету заземления в хрущевке, то можно сделать нануление, ничего не будет. Другая половина писали, что если вдруг где-нибудь на входе в дом оборвется ноль, прогорит, то, соответственно,
фаза пойдет на всю технику, на все корпуса, которые есть в квартире. Я изучил этот вопрос. Да, действительно, хотя мой электрик сказал, что такая ситуация маловероятна, если гипотетически такая ситуация может произойти, значит нужно принять какие-то меры. Соответственно, то заземление, которое мы делали в щитке, я просто отключаю. Оно остается проложенное в щиток. В 2021 году здесь, в этом доме, будет капремонт и, соответственно, сделают заземление. Можно будет просто подсоединиться. Вместо этого мне рекомендовали в комментариях поставить реле контроля напряжения. Это реле нужно для того, чтобы защитить технику, которая находится в квартире, от скачков напряжения. Производитель DS Electronics в России и Беларуси продается под торговой маркой Airbus, в Украине под торговой маркой Zubr. Реле занимает место на 2 модуля. Есть журнал срабатываний, термозащита, выставление минимальных и максимальных пределов напряжения, цена в районе $50. Установка. Реле Олег поставил. Что получается? Сначала питание приходит на вводной автомат, затем на реле. Реле определяет напряжение и после этого уже передает на все другие автоматы. Если мы выключаем вводной автомат, включаем. Сначала реле не включается, оно думает, после этого определяет напряжение, происходит щелчок и подается электричество. Разметка. Произвожу необходимую разметку карандашом. Использую лазерный уровень и черчу линии. Готово! Выставляю трап и трубы. Высота поддона, который я буду заливать, зависит от высоты трапа. А высота трапа зависит от выхода канализационного стояка. Надо учесть правильный уклон. У меня высота трапа 19 сантиметров. То есть мой поддон будет минимум 19 сантиметров. Он будет выше, потому что мне нужно учесть еще слив, сделать правильный уклон. А бортик будет еще чуть-чуть выше. Теперь мне нужно выставить трап по уровню и зафиксировать его, подложить какой-то раствор, чтобы он застыл. Раствор будет из штукатурки и керамзита. Замешиваю. Получилась пластичная смесь с легким заполнителем. На нее будет удобно выставлять трап и трубы. Подкладываю раствор и выставляю трап по уровню. Пока раствор схватывается, можно приступать к заливке бортика. Опалубка. Опалубку буду делать из стенки старого шкафа. Размечаю и распиливаю ДСП на полоски. Прикручиваю направляющую для ровного спила. Немного порезал ящик, но это не критично.
Приступаю к сборке. Сверху ДСП соединяется при помощи доски на внутреннюю ширину 60 мм. Это похоже на опалубку фундамента. Закручиваю по 2 самореза, чтобы опалубка не играла по диагонали. Если она будет играть по диагонали, то, соответственно, может измениться внутреннее расстояние. Еще нужно прорезать отверстия под трубы. Вкручиваю анкеры, которые у меня были в наличии, в стяжку для дополнительного крепления бортика. Устанавливаю опалубку на место. Для крепления опалубки снизу применяю гипс. Теперь можно приступать к заливке. Обычно поддон и бортик выкладывают из кирпича. Я решил сделать по-другому, сейчас расскажу почему. Если бортик выкладывать из кирпича, то получается, что нужно штукатурить 3 плоскости, а это время и лишняя работа. Проще сразу залить бортик целиком по уровню. Один из самых лучших материалов, который подходит для заливки поддона, это пескобетон Holcim M300. Вместо армировки добавляю фибру для бетона. Замешиваю. Закладываю пескобетон в опалубку. Теперь нужно ждать, пока он схватится. Еще раз перепроверяю все по уровню. Если нужно, то можно поправить опалубку. На следующий день пескобетон схватился. Единственное, что он так значительно просел. Мне сейчас надо развести цементно-песчаную штукатурку и подмазать за подлицо с верхним краем ДСП. Единственное, что надо снять цементное молочко, которое выступило сверху. Пока что пескобетон еще мягкий, но буквально пройдет еще один день и уже он станет очень крепкий. Убираю мусор. Подмазываю штукатуркой.
Вообще, в идеале, конечно, опалубку надо снимать, когда пескобетон уже схватится хорошо, там через неделю, через две. Но так как у меня нет времени и мне нужно продолжить работу, мне надо снять хотя бы внутреннюю часть. Поэтому я сейчас аккуратно попытаюсь ее снять, для того, чтобы дальше залить поддон. Снимать нужно аккуратно, чтобы не развалить бортик. Обратите внимание, какая ровная плоскость получилась для укладки плитки. Места, где были доски, подмазываю. Засыпка поддона. После того, как бортик залит, можно приступать к заполнению всего пространства поддона керамзитом с цементом. Керамзит с цементом легкий и твердый. Если бы я все закладывал кирпичом, то вес был бы значительный и трудозатраты выше. Керамзит замешиваю по той же технологии, которую использовал в стяжке пола. Заполнитель керамзит, связующий цемент. Сейчас я делаю следующее. Я поставил лазерный уровень. Вот мой уровень трапа. Заполнитель будет на 4 сантиметра ниже уровня трапа. На керамзит я еще буду заливать пескобетон. Соответственно, мне сейчас нужно высыпать сюда керамзит на 4 сантиметра ниже, чем трап. Все остальное я залью уже пескобетоном. Отмечаю нужную мне метку и сейчас буду засыпать керамзит. Уровень керамзита проверяю по лазеру. Слева поддон будет вровень с бортиком. Установка маяков и заливка пескобетона. Отрезаю маяки необходимого размера. Слив заклеиваю лентой ПВХ. Приступаю к установке маяков.
После того, как маяки схватились, можно приступать к заливке стяжки. В качестве стяжки я буду использовать пескобетон. Замешиваю пескобетон. Армировать не буду, вместо армировки добавляю фибру. Стягивать можно неаккуратно. Главное, чтобы был запас, так как пескобетон будет подрезаться. Watching me steady, I know, wondering why I'm so hollow. You're showing me all of your best, while I'm giving you what I got left. I got concrete walls, got concrete walls. Hold me tight, don't let go, but I don't think I'm ready for love. No, I've tried to let go, but I don't think I'm ready for love. But I need you. Готово! Подрезка. На следующий день приступаю к подрезке. Пескобетон уже твердый, но недостаточно еще набрал прочность, поэтому счищается. Это позволяет убрать все бугры и выровнять основание. Край душевого поддона равняю реноватором. Можно было просто подбить перфоратором, но тогда вид был бы неаккуратный. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like pum 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 pum. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning at the teaching, God I have a secret. Теперь можно все убрать и снять опалубку. I'm just a vague silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. Can't do that. No, I can't do that. Can't do that. No, I can't do that. Can't do that. Работа готова. Как по мне, поддон получился красивый. How can I keep this every day a reset? Смета на материалы и работу. Black sheets, life take a rain check, 'cause I'm not in shape yet. It's like I'm punch drunk out of this game. Ну что, поддон готов. Ролик подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.